Народ, всем привет! И в этом видео я хочу рассказать вам про нашу новую входную металлическую дверь, которую мы поставили в нашу перестроечку из газосиликатного блока на даче. И начать лучше всего, конечно же, с проема. Напомню, что дверь мы будем ставить стандартную, точно так же, как мы делали и окна. Значит, изначально проем мы делали под дверь, а не дверь заказывали под проем. Проем у нас получается 1 метр в ширину и 2,06 в высоту. Потому что стандартные металлические двери обычно идут шириной 96 сантиметров, ну и как раз остается по пару сантиметров зазора с каждой стороны. Вверх же идет почти впритык. Стена у нас состоит из 25-сантиметрового газосиликатного блока и 5 сантиметров утепления пенопластом. Причем изначально утеплялась стена, а в дальнейшем поверх утеплителя будет ставиться уже и сама входная дверь. Если у вас есть возможность сделать проем изначально правильный, такой, как вы хотите, то лучше делайте так, потому что это здорово сэкономит вам денег. Ведь дверь под заказ всегда в 1,5, а то и в 2 раза дороже, чем обычные стандартные. Поэтому проем был заготовлен изначально метр на 2,06. Воспользуйтесь этой информацией, полезно. Ну и вот сама дверь. Выбор пал на металлическую входную дверь от российского производителя Промет. Это теплая входная дверь, внутри наполненная, как заверяет производитель, пенополистиролом. Грубо говоря, дверь набита пенопластом, то есть она не пустая. Покрыта она сама специальным антивандальным напылением уличным, так называемым полимерным покрытием антик-медь. Имеет 2 замка, глазок и наружные петли, что позволяет открывать дверь на 180 градусов. Петли у двери наружные и на подшипниках. Открываются плавно, пока не скрипят, не трещат. Брали специально с открытыми петлями, так как угол открывания идет полностью на 180 градусов. А внутри дверь имеет вот такую вот красивую HDF-панель. Это не МДФ, это что-то более похожее на пластик. То есть в нашем случае, когда дачка не отапливается, ничего не расширится и не лопнет. А специально для тех, кто боится открытых петель и говорит, что их спилит и дверь отвалится, то скажу вам, что это не так. У двери есть пассивные ригеля, они как раз находятся со стороны петлевой части, и даже если отпилить петли, дверь останется висеть на этих ригелях и никуда не отвалится. Дверь не совсем дорогая, это бюджетный сегмент, поэтому, как видите, даже ответные планки отсутствуют. Но зато есть все заглушки в местах, где вбиваются анкера в стену. То есть лишних отверстий у нас в двери нет. Рама имеет 2 уступа и 2 контуруплотнения. Соответственно, один уплотнитель толстый, хороший в виде D-образный так называемый, идет полностью по периметру рамы, а второй уплотнитель, также толстый D-образный, у нас идет по кругу самого дверного полотна. И дверь плотненько закрывается, через нее ничего не дует. Само покрытие внутри достаточно интересное. Рисунок кажется объемным, хотя на самом деле он гладкий. Научились, конечно, интересно печатать. И само покрытие это не МДФ, это как пластиковая панелька внутри. Тем самым она не разбухнет от влаги или мороза, потому что зимой дом не отапливается. В дверях 2 замка. Нижний замок, он идет отдельный вместе с ручкой, фурнитура раздельная, это красиво. А верхний замок идет под сувальдный ключ. Верхний замок с 2 сторон открывается и закрывается сувальдным ключом, а у нижнего сердцевина ключ-барашек. То есть внутри мы имеем как бы ночничок, можем закрываться изнутри. 3 ригеля на нижнем замке и 3 массивных ригеля на верхнем замке. Замки смотрятся нормально, не дохленькими. А то я видел такие замочки, у которых ригеля в 2 раза тоньше, чем палец. Но это уже совсем издевательство. Здесь, слава богу, такого нет. Ну и, как видим, нижний замок под пиновые ключи, так называемые, а верхний под здоровый сувальдный флажок. Дверью остались очень довольны. Пускай это одна из самых бюджетных дверей,
Но все же, не берите китайские двери. Поверьте, о дверях я знаю хорошо, я когда-то работал в этой теме. Лучше выбрать что-то подобное. Вот так выглядит наша пристроечка внутри. Такого размера будет кухонька. Ну и ставилась дверь достаточно просто. Так как она у нас ставилась в стены из газосиликатного блока, то к двери приваривались, не приваривались, а присверливались изначально уши. В дальнейшем дверь вставлялась в проем. Проем у нас идеально сделан под такую дверь. Все это дело вбивалось на анкерные болты, 4 болта по кругу, и по кругу запенивалось. Все, как бы ничего сложного тут нету. После этого дверь уже никуда не денется. Еще посоветую пару таких моментов. Обязательно берите двери, чем толще, тем лучше. Тем они будут тише и теплее. В нашем же случае это рама в 10 см и полотно в 7 см. Когда мы ставили двери, мы внутри проложили ее хорошенечко пенопластом и все пустоты в дальнейшем запенили. Ну а внутри полотна у нас, напомню, идет пенополистирол. Грубо говоря, двери так набиты пенопластом. И полотно у нас 7 см. Ну и вот наша камера наблюдения. Уже год с нами. Работает исправно. Всем, кому интересно про видеонаблюдение на даче, смотрите вот этот плейлист. Вот такие пироги, дорогие друзья. Входная дверь поставлена, и осталась только отмостка. Надеюсь, успеем в этом сезоне. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!